Друзья, всем привет! Тут меня в комментариях спрашивают, что за страшный дом мелькает в кадрах твоих роликов. В принципе, дом как дом, только он не строится уже года два. И сейчас расскажу почему. Значит, этот дом строила компания «Комфорт», которая принадлежит депутату Брянской областной думы, члену партии «Единая Россия», гражданину Дряникову. Вернее, он уже бывший депутат, но до того момента, как он стал бывшим, он сидел в областной думе аж 4 созыва. И был, так сказать, придворным строителем на Брянщине. И Дряников неплохо так поднялся, благодаря тому, что он был близок к бюджетной кормушке. Ну что говорить, он является одним из самых богатых людей Брянской области. Но в один прекрасный момент компания Дряникова обанкротилась. И вот этот дом, почти на 700 квартир, оказался недостроенным. А строился он, между прочим, на деньги дольщиков. И таким образом сотни семей, вложивших свои кровные в это жилье далеко не самого лучшего качества, оказались ни с чем. И что вы думаете, правительство региона и ФЗ-214 как-то помогают этим людям? Как бы не так. А почему контора Дряникова вдруг обанкротилась? Ведь, казалось бы, крупная организация строит большие объекты, школы, спорткомплексы, больницы, перинатальные центры. Один из них даже Путин приезжал открывать. И вдруг в один прекрасный момент в адрес конторы Дряникова прилетает иск на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Ну, типа за неоплату электроэнергии. Что такое 1 миллион 600 тысяч рублей для компании, у которой активов в сотни раз больше и в обороте миллиарды? Да это вообще пустяк. Дряников из кошелька мог отдать эту сумму. Однако Комфорт почему-то не гасит задолженность и начинается процедура банкротства. И сейчас компанией управляет конкурсный управляющий. Уже 2 года как управляет. Что вы думаете, вопрос с дольщиком как-то решается? Я вас умоляю. И вы только послушайте, что говорит адвокат конкурсного управляющего о причинах недостроя. Значит, что произошло? Себестоимость строительства 1 квадратного метра составила чуть больше 28 тысяч квадратных метров. Ой, Для рублей, себестоимость. дольщиков квартиры продавались в среднем Виктор, подождите. 32-33 тысячи за квадратный метр. Мы говорим, Но была группа предпринимателей, которая купила 20 тысяч квадратных метров, то есть это более 2/3 дома, сразу, одномоментно, в один день, по цене 23 тысячи квадратных метров. Говоря совсем по-простому, получилась следующая картина, что 4 человек договорились профинансировать строительство дома, при этом 1/4 профинансировала в полном объеме, а 3/4 профинансировала не в полном объеме. Поэтому предприниматели в среднем сэкономили, и так по разным оценкам, около 200 миллионов. Именно этих 200 миллионов и не хватило для того, чтобы построить этот дом. Блин, такая чушь, такая дичь. Дом на 60% достроен. Комфорт твердо стоит на ногах. Руководит им не абы кто, а депутат областной думы, единорос. И тут хлоп, банкротство. И как вы считаете, было ли это банкротство преднамеренным? До 146%. Да, кто-то нехило на этом обогатился, в том числе и сам Дряников. А вот простые люди, работяги, которые вложили свои деньги в строительство этого дома, в итоге сейчас сосут лапу. Причем у белого медведя. И знаете, что мне ситуация с этим недостроем напоминает? Нашу страну. Есть депутаты-миллиардеры из «Единой России», которые обещают сделать жизнь простого народа лучше. Есть простой народ, который верит этим обещаниям и платит конские налоги. Конские налоги на все просто, на все. А что в итоге? Экономика на нуле, рекордная инфляция, деградация медицины и образования, которые, по сути, сейчас являются бесплатными только на бумаге. Добавим к этому
регулярное повышение пенсионного возраста и регулярное же разграбление пенсионного фонда. И на самом деле можно продолжать и продолжать до бесконечности. И во всей этой ситуации выигрывают только те, кто сейчас стоит у власти и хочет продлить еще свои властные полномочия. Ну вы поняли, о ком я. Это Единая Россия. Вот уж действительно партия жуликов и воров. А мы с вами обманутые дольщики. Вот уже на протяжении 30 лет. И за этих людей нас снова призывают голосовать. Люди, включите голову. Эту антинародную и воровскую власть пора менять. Всем добра. И голосуйте с умом.